persuades his leaders to act. То есть Бог настаивает на том или убеждает, чтобы лидеры действовали. God stimulates a strong reaction in his leaders. Еще иначе сказать, можно Бог стимулирует очень сильные реакции в лидерстве. God comes and meets with you and he urges you. То есть, посещая нас, касаясь нас, Бог как бы возбуждает в тебе. Right, to stand up and do something which you previously did not do. То есть он пробуждает, не так, он прям делает так, чтобы ты поднял свой To stand и up. чтобы начал что-то предпринимать, Right. чего не было раньше. Right. And it's interesting, God motivates a nation by provoking his leaders to action. Каким образом Бог трансформирует общество? Это провоцируя, побуждая лидеров брать ответственность и действовать. You could say God motivates people in a business Мы можем сказать так, Бог мотивирует людей в бизнесе, by provoking the leaders to new action. провоцируя лидеров к новым действиям. I want to talk about that scene or that part of the story where God called Moses up the mountain to Я хочу, meet. чтобы мы вместе с вами рассмотрели ту часть истории, когда Бог позвал для личной встречи, для аудиенции Моисея, To meet face to face для того, чтобы лицом к лицу с ним встретиться. because it's your story. Это дело вот в чем. Речь-то идет о We're тебе. going to look at different parts of that encounter, that face-to-face encounter those two had, God and Вот Moses. услышьте, пожалуйста, ради тебя лично, чтобы ты себя наконец-то начал понимать, мы рассмотрим некоторые детали этой встречи. Лицом к лицу Моисея и Бога. And I'm going to tell you this story and highlight some points because you are in the story. You are the Moses. Я хочу подчеркнуть некоторые детали этой истории именно по той причине, что речь-то идет о тебе. Ты — это самый Моисей. То есть это применяйте к себе, прям бери это. You were just as important, just as close to God as Moses was. Ты так же важен, значим, так же близок к Богу, как Моисей. And there's a type of encounter, a type of a living with God in that face-to-face that you need. И тип встречи с Богом, энкаунтера, или тип общения с Богом, который имел Моисей, имеем мы лицом к лицу. Очень лично. That you need to be able to lead and to know what to do. И все это для того, чтобы ты знал, что делать, куда и кого вести. Да. God invites the leader up the mountain Бог приглашает лидера на гору, на to вершину meet with горы. him. God said, "Come and meet with me." Для того, чтобы встретиться с ним, приди, как там написано, чтобы встретиться, And воззови ко мне, взойди ко мне. so Exodus 19:20, the Lord came down upon Mount Sinai on the top of the mountain, and the Lord called Moses up to the top of the mountain, and Moses went. Исход 19:20, Бог призвал Моисея, и Моисей поднялся на вершину горы. The meeting place, their meeting place, the leader and God. Итак, место встречи лидера и Бога. Their meeting place together was at the top of the mountain, this faraway place from everybody else. Обратите внимание, первое – это вершина горы, второе – это вдали от всех остальных. But it could be a little scary because there's fire at the top of that mountain. И еще один нюанс. Может быть страшно, потому что огонь, облако огненное и дыма огня, облако там. Right, this Exodus 19:20 is your picture. 19:20 – это наша иллюстрация. It's how we are to meet with God Вот как мы встречаемся с Богом. and be in relationship with Him Мы с Ним во взаимоотношениях, in our workplace, на работе, in our leadership role. в лидерской роли. And I dare say that in the same way that Moses had to do this to be successful, so do you and I. И я позволю себе подобное заявление. Для Моисея это было категорически необходимо, именно это переживание, чтобы он был лидером. Для тебя точно так же. Yeah. Let's look at another part of his story in Exodus verse 24. Исход 24 глава, еще одна часть этой истории. 9 through 11. С 9 по 11 стихи.
So Moses went up, and Aaron and all these other guys, and 70 of the elders, and they saw the God of Israel. И Моисей, Аарон, точнее, и 72 старейшины поднимаются к Богу и видят Бога Израиля. Right. And what else happened? Что произошло? They saw God, Они увидели not Бога. just Moses, but many people, Обратите внимание, не только Моисей его смог увидеть, но и много людей. other leaders. Другие лидеры народа, нации. That's extraordinary. This is before Jesus. Это довольно экстравагантно. Это же было до Right. пришествия Иисуса Христа. And they saw God sitting there on his throne Они увидели Бога, восседающего and на a pavement престоле. of sapphire. И среди сапфиров огнистых камней. And then it says, and they Затем. saw God and they ate and drank with him. И вообще потрясающе. Они увидели Бога, Да, ели и вообще. пили с Ним. Вообще. Right. Именно так. Представляете? They saw God Они and they видели ate and Бога, drank. они ели и пили. So God calls us up, Итак, Бог призывает нас and then подняться. he asks for an intentional, intimate lifestyle with him. И для нас с вами это иллюстрация осознанной интимности с Богом, как образ жизни. He invites us into this place of not just a one-time meeting, but let's eat and drink together. Let's sit at the table together. Let's commune together. То есть это причастие, это Sorry. трапеза, это есть и пить вместе с Ним. Это сопереживание. И причем не единоразовое, не единократное, а повторяющееся до конца дней. In the context of your leadership role. Теперь представь это все в контексте твоей личной жизни, работы, деятельности, служения, то есть лидерской роли. There's some kind of power here the Lord wants to cultivate and release in our lives. Другими through словами, this. есть определенный тип силы, который Бог хочет высвободить, чтобы мы культивировали ее. So God invites us, come and meet with me. Бог говорит, Он приглашает нас Then we подняться с go Ним, and we continue to develop that intimate lifestyle with Him. чтобы мы начали развивать с Ним такой образ жизни. This is what empowers our life mission and our purpose. Вот оттуда мы черпаем силы для нашей жизненной миссии и для целей, предназначения. This is what will empower you to continue in your leadership role and to excel in your leadership role. Вот что нам поможет продолжать выполнять свою роль лидерскую и увеличивать эффект, ускоряться в этом. In Exodus 25, we won't be able to read all of it, but in Exodus 25, Исход 25 глава, мы не сможем прочесть всю главу. it's part of the story where Moses is having a very lengthy conversation with God. Это записи беседы Моисея с Богом. Really, it's more God talking to him. Но на самом деле в большей степени Бог говорит с Моисеем. And God is talking about the building of the tabernacle. И Бог говорит с ним о строительстве скинии. So remember, everybody's out in the desert, and God's talking about building a tabernacle in the desert. Весь Израиль находится в пустыне, и Бог говорит с Моисеем о строительстве этой палатки скинии в пустыне. I see this as a picture of God saying, I don't care where you are, I want you to join with me and build a place where we can meet together. Для меня это звучит так. Мне вообще все равно, где ты конкретно в твоей жизни находишься, но со мной ты будешь строить именно там скинию. Even in the middle of the desert, Даже посредине like if you're in пустыни. a desert experience with God in your workplace. Даже несмотря на то, что все скверно может быть у тебя на работе, но ты можешь там переживать встречу с Богом. God can still come to you, and He will still come to you, and He'll say, it doesn't matter if you're in the desert, come and build with me. Он может посещать тебя, Он хочет посещать тебя. И Он говорит тебе, да не важно, что происходит рядом, вместе со мной начни строить там. Wilderness or green, lush land, it doesn't matter. Или злачный пажить, или зеленое поле, или пустыня, не важно. I want partnership, and we're going to build together. Your leadership will build new things Бог with me. говорит, важны не обстоятельства, важно то, с кем ты строишь, а я с тобой хочу. И мы будем строить что-то новое. Exodus 25:8. Исход 25:8.
Let them make a sanctuary that I may dwell among them. Постройте скинию или святилище, чтобы я мог обитать с ними. These are building words. Это слова строительства. This is take your land, take more land words. Он использует язык земли. Remember last time and the first thing he wants to build is a more permanent relationship together where we're dwelling together. Но начинает он с того, чтобы отношения стали более прочными, последовательными, для того, чтобы вместе можно было дальше двигаться. So just think about the world out there, the business world, political world, education world. Вы же можете сейчас себе позволить представить, политическую сферу нашу, экономическую реальность, бизнес-реальность или образовательную сферу. It's pretty dry, dark, like a desert. Довольно сухо, мрачно, точно как пустыня. But God is saying, но Бог говорит, give me a place there in your workplace. Дай мне место там, где ты работаешь. So come up here, meet with me. Поднимайся ко мне, встречайся со мной. Develop an intentional, intimate lifestyle. We're meeting together at the table. Развивай осознанное хождение с Богом, осознанное общение с Богом. And consult with me about how to bring my presence, how to bring my wisdom Советуйся со мной, как мое присутствие, мою мудрость привнести into the desert place of where you're leading. В пустынные места, где ты обитаешь. You're called to do it, and God's given you the anointing to do it. Ты призван к этому, и Бог дает тебе помазание для этого. Then we're going to see where God gives an action plan for expansion. И затем Бог дает ему план действий для расширения. This is all coming from meeting with God in the high place with Him, in the place of fire. Вот эта экспансия, вся идея, стратегия родились из общения с Ним в этом облаке огня. I'm going to show you where God says, I want to give you a plan for expansion, but you're going to get it when we meet face to face. Итак, Бог готов дать тебе план расширения, но в контакте с Ним лицом к лицу. Exodus 19, verses 3 through 6. Исход 19, с 3 по 6 стихи. This is the part of the story where Moses went up to meet with God and he received instructions. Это та часть истории общения с Богом, когда Моисей получает инструкции. And promises for the people he was leading. И обещания для людей, которых он ведет. Leaders need instructions, help me, and promises for the people they're leading. Лидерам нужны инструкции, как вести, и обетования для людей, которых они ведут. Yeah. Exodus 19, 3 through 6. Итак, 19 глава книги Исход. Read that. Right there. Where's all this stuff? Yes, please. Моисей взошел к Богу на гору и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Израилеву и возвести сынам Израилевым: вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов. Ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Right. So in this part of the story, God speaks to Moses about the plan to motivate the people that he's leading. Бог говорит с Моисеем, показывая ему план, которым он должен был мотивировать людей, которые идут за ним. And that is the way they're going to expand. He knew that he had to motivate the people, and that's how the expansion was going to happen, the movement. Картинка ясная. Бог прекрасно понимает, что Моисею необходимо чем-то мотивировать людей для того, чтобы они могли простираться дальше. So that happened to be Moses' plan, but God has one for you. Но здесь мы читаем о плане для Моисея, но для тебя у Бога также есть план. But the main point to remember, to realize, we got to this point
Вот что важно понять. Нам надо through a дойти process, как результат процесса вот к relationship этому process with моменту God. в твоей жизни. Это процесс развития, A взаимоотношений. continuous process, continue relationship. Другими словами, речь идет об одном из заблуждений, типа как это должно быть. Это процесс развития, это прогрессивное действие. Through conversation. И все это в диалоговой форме. And it happened through conversation. И все это происходило в диалогах. They talked back and forth. То есть они говорили друг с другом. That's what we all get to do. Это то, что нам надо And we all делать. need to grow in it. I need to grow in it. Нам надо в этом расти, мне надо в этом расти. But it's our way. Но это наш путь. Talking with God, Разговор face с to Богом, face, лицо к лицу. regular conversations, that is your mountain. В регулярных контактах. Вот наша гора, друзья. Growing that and cultivating it, that's your mountain. Вот в чем расти. И развивать. Это и есть гора. No. И есть. It's your own mountain. No one else can go on that mountain. Знаете, что прикольно? Это твоя гора. Никто не может туда подняться, кроме тебя.